Добрый день, добро пожаловать на мой канал. Сегодня приготовим запеченную пасту с сыром фета. Для приготовления нам понадобится 200 грамм сыра фета, 200 грамм макарон, 500 грамм мелких помидоров, 200 грамм стручковой фасоли, 2 зубчика чеснока, специи, 20 мл растительного масла и соль по необходимости. Духовку сразу включаем на 180 градусов. В форму для выпечки наливаем небольшое количество растительного масла. Лучше взять оливковое, но можно использовать и подсолнечное. В форму выкладываем помидоры и фасоль. Если вы не любите стручковую фасоль, замените ее таким же количеством помидоров. Если используете замороженную стручковую фасоль, размораживать ее не нужно. Посыпаем все специями. Я использую базилик и сушеные томаты. Все хорошо перемешиваем. В середине освобождаем немного места, туда мы поместим сыр. Выкладываем фету и смазываем ее небольшим количеством растительного масла. Перед тем, как отправить все в духовку, я накрываю форму фольгой для выпечки. Сок, который будут выделять овощи, останется в форме и не испарится, а паста получится более сочной. Убираем в духовку на 50 минут. Если делаете без фасоли, выпекайте 40 минут. Тем временем отвариваем макароны. Для приготовления этой пасты можно использовать любые, главное, чтобы они были короткие. Чеснок необходимо мелко нарезать. Итак, овощи готовы, снимаем фольгу и сразу добавляем чеснок. Измельчить чеснок можно любым способом, я предпочитаю нарезать, но его можно подавить через специальный пресс для чеснока. Ложкой разминаем сыр и перемешиваем его с овощами. Посмотрите, сколько осталось сока в форме благодаря использованию фольги. Поэтому готовое блюдо не получится сухим. Когда все перемешали, добавляем отваренные макароны. Если вам нравится рецепт, поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые. Снова перемешиваем. Обратите внимание, что к концу вымешивания сока почти не останется, макароны все в себя впитают. Вот такая необычная, вкусная и сочная паста у нас получается. По желанию ее можно посыпать зеленью и подавать к столу. Достоинством пасты является не только вкус, но и то, что ее очень быстро готовить. Надеюсь, что рецепт вам понравится. Приятного вам аппетита и до новых встреч!